Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сейчас уже середина недели, середина масленичной недели. Я думаю, многие изучающие русский язык знают, что такое масленица и что такое масленичная неделя, но, может быть, кто-то впервые слышит об этом. Итак, в этом выпуске мы говорим о масленице и масленичной неделе. Мгм. Масленичная неделя — это неделя перед православным постом. Пост — это время, когда нельзя есть многие продукты и вообще нужно жить более аскетично, делать добрые дела. И поэтому на масленичной неделе люди обычно едят много и сытно, потому что во время поста уже это сделать не получится. И так как на Масленицу раньше ели в основном молочные продукты и много их, также блины, поэтому масленичная неделя так и называется. От слова масло, масленица. И сейчас в больших городах, в мегаполисах, конечно, люди уже так широко не празднуют Масленицу, потому что люди заняты своими обычными проблемами, и у них просто нет времени на это. И даже многие уже забыли, а может быть никогда не знали, что вообще-то каждый день на Масленичной неделе должен быть посвящен чему-то. Мгм. Да, например, во вторник его называют заигрыш. Люди молодые раньше устраивали разные игры, чтобы найти жениха или невесту. А по пятницам традиционно теща, это мама жены, ходит в гости к зятю, это муж дочки, и приносит Мгм. блины, чтобы его угостить. И так каждый день что-то происходит. Да, я думаю, единственный день, который помнят все, это прощенное воскресенье. День, когда нужно просить прощения у тех, кто рядом. И обычно говорят «прости меня» или «прости, если я обидел тебя, не держи зла». Мгм. Точно. Ну и именно в воскресенье происходят самые главные события, самые главные гуляния, то есть праздник. Обычно даже в больших городах, мегаполисах его отмечают. Люди собираются в огромных парках, там проходят концерты, танцы, разные мероприятия, игры. И можно купить, конечно, блины с разными начинками. И в конце кульминация праздника, когда вечером сжигают большую куклу, мы называем ее чучело, и это становится символом прощания с зимой и привлечения весны. Да, хочу сказать, что да, по традиции сжигают чучело и чучело в виде женщины. Но вот, например, в последнее время каждую Масленицу люди удивляются видео, где сжигают не какую-то куклу, а целый арт-объект. И эти видео из Калужской области. И арт-парк, я думаю, называется Никола Ленивец. И там много разных арт-объектов. И на Масленицу они строят специальный арт-объект, который они будут потом сжигать. Все это выглядит очень интересно. Не совсем по традициям, я думаю. И также люди делают специальные костюмы для этого мероприятия. В общем, я бы, думаю, что хотела бы посетить такое мероприятие, потому что это какое-то что-то новое в этом, хотя, безусловно, традиционный стиль, просто сжигание чучела в виде женщины мне тоже нравится. Да, я думаю, что на Никола Ленивце или в Никола Ленивце.
В парке, может быть, Мгм. Я думаю, что в Никола Ленивце такой апофеоз Масленицы, потому что парк огромный, и фигура это тоже огромная, и людей Да. много, и поэтому ты действительно чувствуешь атмосферу вот этого языческого праздника. Абсолютно верно. Мы продолжим с этой темой, но перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность побороть языковой барьер, найти новых друзей, а также хорошо провести время. Все детали в описании, пожалуйста, посмотрите, и жду вас на встречах разговорного клуба. Ну, мы сказали, что Масленица связана с религиозным периодом, с постом, но ведь так было не всегда. Точно. Раньше Масленица была языческим праздником. Язычество — это вера в многих богов. И язычество было во многих странах до прихода официальной религии, религии, которая есть сейчас. И в России тоже было язычество, и тогда и начали отмечать Масленицу, чтобы прощаться с зимой и позвать весну таким вот обрядом. Мгм. Да. Вообще интересно, что в России очень много на самом деле моментов, где сочетается язычество и православие. Мгм. Например, есть и другие праздники, такие как Ивана Купалы. Это праздник языческий, который происходил на день летнего солнцестояния. И традиционно люди ходили в лес, они собирали какие-то травы, они прыгали через костер. Костер это большой огонь. И это, кстати, особенно актуально было для девушек, потому что это была связь с поиском жениха. А, Говорят, что эта традиция больше сохранилась в Украине и в Беларуси, но в России тоже знают этот праздник, и люди соблюдают некоторые традиции там. Да, 100%. И, как всегда, есть люди, которые говорят: "Нет, этот праздник принадлежит только этой стране". Но наши культуры и культуры соседних стран, они очень очень тесно связаны. Поэтому, я думаю, в этом контексте нельзя сказать, что это праздник конкретной страны. Мгм. И ты сказала, что этот праздник больше актуален для девушек, потому что, девушки, гадают. И девушки гадают при любой возможности погадать, потому что еще у нас есть, святки. Святки проходят, после Рождества. Это с 7 по 19 января. И в Древней Руси это было время, когда люди верили, что открываются двери в потусторонний мир, и можно было погадать и узнать свою судьбу, Мгм. да. Да, да, точно. И можно сказать, что опять-таки именно девушки больше гадали, потому что мы сейчас слышали про многие способы гадания на жениха и на будущую жизнь с ним, да, там, используя зеркала, используя полено, да, то есть кусок дерева. То есть это те славянские традиции, которые были актуальны в прошлом и сейчас тоже существуют. Даже существуют целые деревни, где люди стараются возродить и жить по этим славянским традициям. Так что да, вполне себе сочетание православия и язычества. Согласна. Сейчас мы, девушки, продолжаем гадать, и даже есть такая очень маленькая элементарная вещь, как можно погадать на будущего жениха. Но я не знаю, знаешь ли ты об этом. Может быть, это очень региональная вещь. Мгм. Когда ты, например, в гостях спишь, или когда у тебя новый дом, новая квартира, и ты там спишь впервые, что ты говоришь перед сном? Как же это звучит? Что-то
Сплю на новом месте, приснись жених невесте? Да. Да. Но, очевидно, сейчас мы уже такое не говорим. Да, сейчас уже не актуально, место занято. Но раньше даже взрослые напоминали и говорили: а ты сейчас на новом месте, Да. надо сказать эту фразу. Да. Не забудь. Тоже такой маленький элемент язычества в нашей повседневной жизни, я думаю. И тоже элементом язычества являются суеверия. Например, когда мы возвращаемся домой, и мы что-то забыли, точнее, сначала мы что-то забыли, и потом мы возвращаемся домой, нужно обязательно посмотреть в зеркало. Что это, если не языческий ритуал? Да, вера, что произойдет что-то страшное или плохое, если ты не сделаешь это дело. Да. И, наверное, сюда, в языческие элементы нашей современной жизни, я бы отнесла веру в домового. Домовой — это персонаж славянского фольклора, такой дух вашего дома, который защищает его и, как бы помогает вести быт. Как ты себя представляешь домового? Надеюсь, как и все, что это такой старичок маленького роста, и он обычно такой капризный и вредный. И если ты будешь себя плохо вести дома, то он может делать тебе пакости, то есть какие-то плохие вещи, например, прятать твои вещи. Да, если долго не можете дома найти вещи, можете сказать: «Домовой, домовой, поиграй и отдай». Звучит глупо, но это работает. Попробуйте. Да. Так, и что еще стоит отметить, что в принципе у многих русских, я думаю, у большинства есть склонность к эзотерике. Сюда же вера в астрологию, нумерологию, таро, что там еще, рун, гадания те же и так далее. И в Инстаграме, например, можно найти специалистов, которые за большие или за маленькие деньги погадают тебе на любых предметах абсолютно. Дата рождения, не знаю, твой любимый цвет, когда ты родился, все что угодно. Да, точно. И, наверное, если копнуть глубже, чтобы понять, вообще, почему это так распространено среди нашего народа, можно прийти к выводу, что в такой нестабильной жизни нашего русского народа, когда практически не было времени без войн, без революций, без кризисов, просто людям нужна эта волшебная таблетка, которая им расскажет, как жить здесь и сейчас, потому что иначе можно сойти с ума во всей этой нестабильности. Да, есть исследования, которые показывают, что во времена кризиса люди склонны верить в, не знаю, ту же астрологию или суеверие, чтобы немного освободить себя от этого груза ответственности, потому что часто люди находятся в кризисной ситуации, но никак не могут это изменить. Да. Опять грустный конец, Катя. Да не, нормальный. Просто глубокий, философский. Вопрос недели. Что вы думаете о Масленице? Для вас это интересный праздник? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.